сразу на эту инициативу, вот конкретно именно президентскую, есть вот две обозначились такие, как бы сказать, скептические реакции. Первая говорит о том, что вот смотрите, какой он мягкий, да, то есть совсем мягкий. Но, собственно, единственная санкция – это прекращение служебной деятельности. И второе, что вот это значит, никаким от него легко уйти, обойти, и это не поможет борьбе с коррупцией, да? Вот мне кажется, что по первому, я бы сказал, как мне кажется, как раз очевидная действительность, отсутствие всякой там какой-то санкции, кроме прекращения конфликта интересов, говорит о том, что президент реально хочет, чтобы эта штука работала, да? Вот именно адекватность санкций, существует такая вещь. На самом деле ведь это редкий случай на фоне многочисленных наших разных законодательных инициатив, вот этого потока, да, когда люди путают там кислое с зеленым, да, здесь есть некая ясность, с ней можно спорить, но есть некая ясность позиции и четкость именно вот юридическая и политическая. Проблема не в том, что наличие счетов за границей является каким-то преступлением и грехом. Проблема наличия конфликта интересов, да? То есть люди, которые обязаны защищать суверенитет страны, не должны ставить себя в положение, зависимые от той или иной страны, где всегда потенциально может возникнуть конфликт интересов. Не более того и не менее. Да? Поэтому это просто не соответствует их служебной позиции. Есть масса случаев в жизни, да, человеческой, когда такой конфликт интересов существует, там в праве и так далее, да, и эти случаи всегда как-то регулируются. Вот, никакой истерики. Да, при нашем нынешнем действующем, так сказать, социально-политическом строе, хоть нравится, опять же, это или не нравится, в том числе и мне, но наличие счетов за границей не считается никаким противоправным деянием. Вот. Раз. Это один момент. Да? Поэтому здесь нет попытки внести наказание. Да? И второе, с этой же точки зрения, этот закон не имеет прямого отношения к борьбе с коррупцией. Да, в какой-то степени это тоже может быть каким-то где-то когда-нибудь инструментом, но не об этом речь. Вот четко, ясно, понятно, что речь здесь не об этом. Антикоррупционное законодательство, антикоррупционные действия – это действия другого порядка совершенно. Да? Вот. Потому что, еще раз, эта деятельность не считается с точки зрения вообще общечеловеческой, в чем-то преступной, наличие счетов. Просто нужно, чтобы чиновники понимали четко, что они не просто там где-то кто-то, они российские чиновники, защищающие российский суверенитет. Вот. И вот мне кажется, что для многих оппонентов, особенно вот которые там про коррупцию говорят, они просто не понимают. Есть ситуации, для которых вот очевидно, что человек просто не понимает смысла слова суверенитет. И когда ему говорят про это, это вот специально, чтобы обходить коррупцию, вам придумали. Вот. Я думаю, что в рамках вот всяческих разных действий, но это очень позитивный шаг. Еще раз, я бы хотел видеть, наверное, действия гораздо более жесткие, гораздо более тотальные, но надо понять, что это вопрос изменения, на самом деле, общественно-политического строя, в котором мы живем. В рамках данного строя этот закон адекватен нашим реалиям. Скажем, в Британии нет такого закона. И любой британский гражданин и политик может владеть счетами где угодно. Но, даже в России, если, например, кандидат в депутаты парламента, вдруг выяснится, что он имеет счет в Швейцарии, даже спрашивать у него не будут, а зачем тебе, собственно, счет в Швейцарии. Общественное мнение таково, что оно просто сразу его осудит. И у этого кандидата в депутаты вообще не будет шансов стать депутатом парламента. Потому что мы все понимаем, думают они, что у нас прекрасные банки. И если ты имеешь счет в Швейцарии, он тебе нужен зачем-то для каких-то целей, которые мы не разделяем. Неприглядно. Потому что у нас, простых, значит, избирателей Британии, нет таких целей. Он будет осужден, и он никогда не попадет в английский парламент. Похожая ситуация в других европейских странах. Но надо понимать, когда говорят, а как же в Европе нет такого закона. Во-первых, Европа более или менее едина. Во-вторых, она складывалась какие-то там ограничения столетия. Есть во всех странах, кроме Великобритании. Конечно, есть какие-то ограничения, но там другой характер взаимоотношений. Все-таки в единой Европе другой характер взаимоотношений. Есть давние семейные традиции, есть какие-то связи. Но вот эти ограничения общественного характера, они на самом деле сильнее, чем ограничения закона. Другой вопрос, как теперь на это выйти? Будет ли работать закон и на кого опереться? Моя песня известна. Надо опираться на национальный капитал. Если он национальный капитал, он есть как разрозненные элементы, атомы, как общественного субъекта, его, конечно, нет.
строятся какие-то предприятия, инвестируются большие деньги, особенно среди среднего бизнеса. Но, как я понимаю, те, от кого зависит принятие решений, боятся превратить его, напрягаются в связи с попыткой превращения его в политический и общественный субъект. Из 50 крупнейших российских компаний, частных, не государственных, 23 это или российские компании, зарегистрированные в офшорах за границей, или их несколько. Это западные компании, имеющие здесь представительство, но центр принятия решений все равно находится за границами России. Таким образом, половина примерно компаний из 50 крупнейших имеют центр принятия решений не здесь, не у нас в стране. Именно поэтому я говорю о среднем капитале. Когда вы посмотрите структуру владения там, вы увидите, что она немного другая. Это не означает, что они тоже не регистрируются в офшорах. Многие используют эти схемы. Но они более привязаны к земле. У них в меньшей степени этот эффект эксплуатации территорий своей страны или бывшей своей страны, этот инстинкт у них меньше, он слабее. И я считаю, что надо пытаться опереться на этих людей. И уж если говорить о том, сейчас платформы создаются и созданы в партии «Единая Россия», я имею отношение к созданию либеральной платформы, я считаю, что да. Я считаю, что одна из наших задач попытаться из этого патриотического среднего бизнеса сделать национальный капитал, политический субъект. Я хочу напомнить коллегам о том, что в США принят Сергей Магнитский этот самый закон, который называется Сергей Магнитский Rule of Law Accountability Act, согласно которому любой российский гражданин, и, соответственно, гражданин, который так или иначе по роду своей деятельности способен посягнуть на права человека, а это, как правило, представители власти, да, может оказаться в этом списке с последствиями очень простыми: замораживанием счетов, акций и недвижимости. Да, это закон принят. Теперь перспектива есть вполне реальная, что и в рамках Евросоюза отдельные, так сказать, страны захотят последовать, к примеру, Большого брата и ввести аналогичные санкции на своих территориях. Так гуманная миссия этого закона, который должен быть принят как можно быстрее, заключается в том, чтобы как раз огородить, собственно, нашу правящую элиту от посягательств, потому что, когда вы читаете Магнитский акт, то вы видите, что по сообщению любой правозащитной организации из России в отношении какого-то человека, который посягнул и нарушил права человека, Госдеп в течение этого 2013 года должен будет принять санкции, и президент Обама должен будет отчитаться перед Конгрессом за конкретное количество. То есть у них есть, палочная система. Максим Леонидович просил слово, прежде чем предоставить, хочу, в его передаче, кстати, горячо обсуждалось, когда обсуждались события оранжевой революции на Украине, да? Вы же помните, что тогда ряд важных чиновников из Госдепа, впрямую говорили, что те, кто препятствует честным выборам, а честным это понятно каким, их счета будут заморожены. Это было сказано несколько раз. Еще не было никакого закона Магнитского. Мы прекрасно понимаем, если у человека есть активы за границей, если это какие-то крупные суммы, то его лояльность под большим вопросом. И отсюда берется и третий тур выборов, которого нет в Конституции. И все с этим соглашаются, вся элита, потому что у нее тоже там, видимо, крупные счета. И здесь речь о том, чтобы есть закон Магнитского, нет. Понятно, что законом Магнитского надо как-то показывать, что он работает, иначе зачем вы его принимали. Но и без этого закона наличие крупных активов государственных чиновников за границей создавало проблемы с их лояльностью, создавало предпосылки для вмешательства той страны, где эти активы находятся, во внутреннюю политику. Можно ремарка крошечная. Только почему тщетная надежда на акт Магнитского, я вам сообщу. Значит, на самом деле, тема компрометации элит через выставление элит перед Западом, самая большая надежда на компрометацию русских элит и изгнание их с Запада была после войны с Грузией 8.8.2008. Когда началась война с Грузией, я потирал руки, я был абсолютно счастлив, я редко так бываю счастлив. Я сказал себе: Господи, наконец-то их всех оттуда выгонят. Компрометация элит наконец-то состоится. Она не состоялась.
И она не состоится снова и снова, потому что вахтовый метод и элиты, живущие в Лондоне, безусловно, выгодны Западу. Давайте не представлять Запад картонно-квадратными идиотами. Они абсолютно талантливые люди. Не будет компрометации русских элит. Не будет. Сереж, Запад это действительно такой, как ты описал, но есть еще специфический Запад в виде американского Конгресса. Конгрессмен из Айовы, ему абсолютно пофигу все вот эти геополитические соображения. Ну да, как минимум. Знаете, я все-таки работал в американской организации, могу сказать, конгрессмены из Айовы очень сильно подправят. Понимаете, есть определенные пределы. Про курятину он будет говорить, и его будут слушать конгрессмены из Айовы. Да, его подправят очень хорошо. Там создана система управления, так сказать, политическими элитами по глобальным геополитическим интересам страны общенациональной, очень четко и ясно. Это, кстати сказать, неплохо видно по результатам. Поэтому сдадут тех, кто будет вилять туда-сюда. А те, кто будет исправно двойную лояльность проявлять, тех никого не сдадут и будут прикрывать. Здесь я полностью согласен с Сергеем. Но наоборот, это, конечно, система выгодна. И то согласен с Костей. По Украине она сработала очень хорошо, когда, по сути дела, вот эта оранжевая революция была проведена. И, кстати сказать, состоялся тоже разгон парламента, Ющенко совершенно незаконный. То же самое элита вся согласилась, поскольку их взяли. Есть прекрасные воспоминания. Да, Квасневского. Я, кстати, напомню еще один случай использования спецслужб, так сказать, в таких интересах. Это совсем недавние случаи с Долматовым. По сути дела, доведение общественно-политического деятеля, пускай мелкого, так сказать, такого уровня, но до самоубийства спецслужбами, которые, по всей видимости, по всей видимости, Нидерландов, насколько я понимаю, по всей видимости, как, насколько мы знаем по его записке, его пытались сделать, так сказать, активно вот этим агентом, проводником этой линии. Я думаю, что вот такая как бы эти офшоры, так сказать, и вот эта собственность, она реально дает инструменты спецслужбам, а также не только спецслужбам, ведь национальные интересы, там, прямо в США, работает далеко не только ЦРУ и ФБР, работает вся политическая система, которая работает очень слаженно. И мы видим, как в Конгрессе выступает президент, все, по сути дела, встают и рукоплещут, когда он говорит об общенациональных интересах. Поэтому, конечно, забрать вот эту систему людей с двойной лояльности, мы прекрасно понимаем, что эти люди с неизбежностью оказываются людьми двойной лояльности. И здесь, по сути дела, им прилагается выбрать. Либо лояльность у вас одна, российское государство, либо у вас, так сказать, вы остаетесь, выходите из государственной системы, становитесь бизнесменом, но при этом на кого опираться, могу сказать, это прежде всего народ Российской Федерации, который абсолютно жестко требует, чтобы все государственные деятели здесь были и душой, и телом.